Есть старинная русская пословица: «В сказке ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Неуемный сказочник и фантаст Жюль Верн написал множество произведений, среди которых есть роман с неприметным названием «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака». С прошествием времени, когда современные технологии догнали те, которые описываются в его произведениях, альтернативщики стали предполагать, что Жюль Верн писал правду о технологиях прошлой цивилизации, замаскировав их под фантастику. И вот что автор пишет в этом рассказе. Действия разворачиваются в основном в Африке, частично в Европе. В Европе неизвестные грабят банки, а экспедиция в Африке, углубившись вглубь континента, попадает в пиратскую республику Блэкленд, которую основали преступники и беглые каторжники из Европы. Лидер республики, Гарри Киллер, одержим одной навязчивой идеей, о которой чуть позже. Это не просто республика, а автономный город-крепость, в котором были заводы и фермы. Все было построено за счет наворованных денег в банках. На эти деньги было куплено оборудование и станки. Изюминкой города были эфирные технологии, которые активно применялись. Техническую составляющую города разработал и поддерживал профессор и изобретатель Марсель Камаре, вывезенный из Европы, который не вникал, кто же его нанял и для чего этот город вообще нужен. Он был рад тому, что его изобретениями заинтересовались и давали возможность эти изобретения реализовать. На мой взгляд, роман написан для того, чтобы рассказать, что такое эфир и принципы его работы. Фрагменты далее. «Сейчас мы в сердце завода», — сказал Камаре. «В этой башне 10 этажей, заполненных различными аппаратами. Вы, конечно, заметили на ее вершине высокий металлический пилон. Это прожектор волн. Впрочем, вся поверхность башни покрыта множеством прожекторов меньшего размера. Я не хочу читать вам курс физики», — с улыбкой сказал Марсель Камаре, «но некоторые объяснения необходимы. Я вам напомню, если вы знаете, и расскажу, если это вам интересно, что знаменитый немецкий физик Герц давно уже заметил, что когда между полюсами индукционной катушки проскакивает искра, она вызывает колеблющийся разряд. Каждый полюс поочередно становится то положительным, то отрицательным. Скорость этих колебаний или их частота может быть очень большой, до 100 миллиардов в секунду, и они не ограничиваются теми точками, между которыми происходит. Эти разряды колеблют эфир, заполняющий все мировое пространство и промежутки между молекулами материальных тел. Эфирные колебания, распространяющиеся все дальше и дальше, называются волнами Герца. До меня, продолжал Камаре, волны Герца рассматривались как лабораторный курьез. Ими электризовали без соприкосновения более или менее удаленные металлические предметы. Основной недостаток этих волн в том, что они распространяются во все стороны, как концентрические круги в луже отброшенного в нее камня. Из этого вытекает, что их начальная энергия, распространяясь все дальше, уменьшается, слабеет, как бы улетучивается, и уже в нескольких метрах от своего источника дает лишь незначительные проявления. Еще до меня заметили, что эти волны, как и световые, могут отражаться, но не сделали отсюда никаких выводов. Благодаря открытию сверхпроводника, это им покрыт гребень заводской стены, я устроил рефлекторы, направляющие почти все испускаемые волны, куда я хочу. Начальная энергия волн таким образом без потерь посылается в определенном направлении и там преобразуется в такую, которая может совершить работу. С другой стороны, средство изменять частоту колебаний известно, и я могу вообразить приемники волн, которые будут чувствительны лишь к определенной частоте. В физике это называется настройкой. Приемник будет реагировать на волны той частоты, на которую он настроен, и только на них. Число же возможных частот бесконечно. Я могу устроить бесчисленное множество двигателей, среди которых не будет двух, отвечающих на одну и ту же волну. Вам все понятно? Мой комментарий. На мой взгляд, в данном фрагменте Жюль Верн описывает принцип работы эфирных технологий. Как вы знаете, я жертва ЕГЭ, и у меня 3 класса образования. Поэтому что-то пояснить в вышеприведенном фрагменте я не могу, поскольку не разбираюсь в этом. Может, кто-то из зрителей что-то понял? Ждем его комментариев в комментариях. Единственное, что я понял, всякие странные шпили, которые мы видим на старинных фотографиях, это возможные антенны по передаче электричества на те же трамваи или фонари. Но это не точно. Само устройство получения непосредственной энергии было где-то в другом месте. Далее произошло следующее. Все члены экспедиции Барсака были похищены и доставлены во дворец к главе города Гарри Киллеру. Гарри поделился своими планами. Он изготавливал на заводе новое оружие, разработанное Камаре. Используя это оружие, Гарри хотел пойти войной на Европу.
Эти планы плененный Барсак рассказал профессору, и в Блэкленде начался мятеж. Прозревший Камаре захотел уничтожить Блэкленд до основания, а Гарри Киллер решил ему помешать. К тому моменту профессор и члены экспедиции Барсака укрылись на заводе. Фрагмент далее. Штурм действительно начался. К стене было приставлено несколько лестниц, по которым поднимались веселые ребята. Достигнув вершины стены, некоторые без всяких опасений схватились за нее руками. И тотчас же произошло нечто необычайное. Руки нападавших будто приклеивались к стене. Подвешенные к гребню ее, люди танцевали какую-то дьявольскую пляску, как паяцы, которых дергают за веревочку. «Все это очень просто», — объяснил Камаре. «Гребень стены покрыт металлическим сплавом моего состава, электропроводность которого в 100 раз больше, чем у меди. Я пустил по облицовке постоянный ток приличного напряжения, и вот вам результат». Он повернул рукоятку. Тотчас же лестницы опрокинулись, будто отброшенные невидимой рукой. Хотите знать причину того, что произошло у вас на глазах? Все это очень просто. По-моему, все силы — это колебания эфира в той или иной форме. Свет считают серией колебаний между определенным минимумом и максимумом частоты, а электричество – другая серия колебаний, отделенная от первой промежутком, природа которого нам еще неизвестна. Я склоняюсь к мысли, что эти промежуточные колебания имеют отношение к теплоте. Я могу их вызывать и заставляю производить любопытные эффекты, доказательства чего я вам дал. Тут я тоже каких-то комментариев дать не могу. Кто разбирается, пишите комментарии. Фрагмент далее. Глава «Катастрофа». Отсутствие тока с гидростанции продолжалось недолго. Выключенный 9 апреля около полудня, он был дан снова на следующее утро. Это случилось потому, что Гарри Киллер стал первой жертвой своего маневра, показавшегося ему вначале очень ловким. Правда, он не давал энергии заводу, но зато и сам лишился ее. Сельскохозяйственные машины, лишенные энергии, передаваемой по эфиру, остановились. Электрические насосы, накачивавшие воду из реки в 2 резервуара, один на заводе, а другой над казармой Черной Стражи, перестали действовать. Через 2 дня этот второй резервуар, из которого вода распределялась повсюду, истощится, и Блэкленд останется без воды. Наконец, когда настала ночь, город погрузился во тьму, так как никаких других осветительных средств не было. Это взбесило Гарри Киллера, тем более, что завод сиял огнями своих мощных прожекторов. Мой комментарий. Энергия для города бралась от гидроэлектростанции. Гарри Киллер отключил электричество, думая навредить профессору, но на заводе действовал автономный источник получения электричества, что мы понимаем из фразы «завод сиял огнями своих мощных прожекторов». Также интересно, что энергия для сельхозмашин передавалась по эфиру. В общем, Жюль Верн написал как мог про эфир. Возможно, он сам не разбирался в этом и где-то ошибся. Может быть, его роман подвергся цензурированию, и информация сильно искажена. Интересно было бы почитать оригинал 19 века на французском языке. Может, там написано немного больше? Также он написал про республику европейских беглых каторжников в Африке. Может быть, это отсылка к тому странному государству в Африке, европейские названия городов которого мы видим на старых картах. Покажу город Ходан, на месте которого сейчас глаз Сахары. Google переводчик определяет слово «Ходан» как германское, а перевод – яички. Может быть, поэтому от них отвернулись и вычеркнули из истории? Ведь в этих городах делалась какая-то продукция, наверняка велась торговля, были какие-то дипломатические отношения, но информация об этом полностью подчищена. Признаться в том, что в Африке жили европейцы, это быть косвенно причастными к той войне, которую они развязали. А это постоянное осуждение от всех мировых стран, а также чувство вины самих жителей. Может быть, поэтому все и подчистили? Представьте себе, что Европу постоянно бы тыкали. Это ваши беглые каторжники устроили ядерную войну. Это они чуть не уничтожили Землю и так далее. Что касается технологий. Германия в 1938 году впереди наступающих войск десантировала мобильные кузницы для подковывания лошадей. В 1945 году на секретных заводах была найдена практически готовая ядерная бомба. Для ее доделки не хватило времени. Неофициально Германия создала ядерную бомбу и даже испытала ее. Изменения в технологиях за 7 лет. Представьте теперь, что подобная условная многонациональная Германия была в Африке в 18 веке. Как они развились за 100 лет, мы точно не знаем. Остались следы неизвестной цивилизации в Африке. Аэродром Юндум в Гамбии и неизвестно чей могильник ядерных отходов около в Габоне. Интересно, что фрагмент про эфир есть у Тургенева. Человек все в состоянии понять. И как эфир трепещет, и что на солнце происходит. Первый элемент таблицы Менделеева, как ни странно, эфир.
Вспомним цитату Константина Эдуардовича Циолковского. «Только наше невежество заставляет нас пользоваться ископаемым топливом». 1928 год. Говорят, что бестопливные генераторы и эфирные технологии запрещены. Тогда умные люди заменили слово «эфир» на «нейтрино» и создали бестопливные генераторы на нейтрино. Вот, например, нейтрино Power Cube, который выдает 7 киловатт энергии как бы из ниоткуда. А на этом все. Пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока.